Здравствуйте, любители шахмат. На данном видео я вам расскажу о том, как можно быстро выиграть соперника, если он новичок. Первый способ — это поставить дурацкий мат. Хотя он маловероятен, но для общего развития я вам покажу, как он выглядит. Он считается самым быстрым способом выиграть партию. И идея в том, что если убрать пешки F и G, то мы видим, что диагональ у короля открытая. И если мысленно поставим ферзя, то будет мат. Соответственно, если вам повезет и соперник сделает два подряд очень слабых хода, у вас удастся поставить мат. Например, первый ход F3, мы сходим E6. Если белые сходят пешка на поле G4, мы поставим ферзь H4 мат. То есть, как мы видим, вот это самый быстрый способ вообще, как можно выиграть партию. Называется дурацкий мат. Но надеяться на него нет смысла особо, потому что практически нереально, что с вами кто-то в партии так сыграет. Поэтому больше шансов поставить детский мат. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Ну, я вам покажу, как поставить детский мат, если вы играете белыми. Ну и черными тоже аналогично ставится, просто с другой стороны. Первый ход делаем от короля E4. Это для того, чтобы открылся проход для ферзя и для слона. Вообще идея детского мата заключается в том, что пешка на поле F7 и, соответственно, у белых на поле F2, она самая слабая. И на нее нужно просто два раза напасть, и тогда мы сможем ее срубить. Черная, например, стандартно ответит на поле E5. И здесь два варианта. Мы можем атаковать либо ферзем с поля H5 на пешку F7, либо по вертикали с поля F3. Но я вам рекомендую нападать именно с поля H5, потому что со второго хода мы уже создаем двойную угрозу. Мы нападаем не только на пешку F7, но также на пешку E5 нападаем. И самый слабый ход, который могут сделать черные в этой позиции, сходить вперед королем, король E7, и сразу получают мат, ферзь E5 мат. Как мы видим, если необдуманно играть с первых ходов, можно очень быстро проиграть партию. Поэтому с самого начала нужно обдуманно играть. Еще плохой ход за черных в этой позиции — сыграть G6 в надежде прогнать этого ферзя. Тогда мы снова рубим пешку на E5, и у нас двойной удар. Шах королю, и напали на ладью. Черные должны как-то закрываться от шаха. Например, ферзем, если закроется, мы рубим ладью. Слоном можно закрыться. Конем. Все равно ладья проигрывается у черных. И когда мы срубили ладью, черные могут попытаться как-то поймать нас, допустим, конь F6 сходить, не дав ферзю срубить пешку на H7, потому что конь его защищает. Ну, мы просто ходим E3, одновременно защищаем пешку от нападения коня. И проход своему слону мы уже потом угрожаем связать, усилить связку. И просто таким образом мат поставить. То есть, когда мы прогоняем ферзя, то теряется ладья, это плохой ход. Ну, сейчас с самого начала специально заново расставлю, чтобы было понятнее. Как мы видели уже, если вперед король, то мат, как я показывал. Если прогоняют пешкой вас, то вы с шахом выигрываете ладью. Самый хороший ход за черных — это конь c6. Ну, d6 тоже нормально был. Ну, конь c6 самый сильный ход. Мы усиливаем давление. Слон c4, еще раз напали на эту пешку. И, допустим, если черные неосторожно, не обдумав, попытаются прогнать ферзя конем, мы просто срубим и поставим мат. Ну, как здесь можно защищаться черным в этой позиции? Допустим, ферзем можно сходить сюда. А еще можем обратить внимание, что если сейчас прогонят ферзя,
то здесь уже не получится шахом выиграть ладью, поскольку конь защищает эту пешку. Мы можем-то уйти на поле f3 и угрожать отсюда поставить мат. Если, например, перекроет соперник нападение, и вы все-таки хотите поставить, что-то выиграть, допустим, настойчиво так, можно ферзь b3 сходить, и вы уже будете с этой стороны угрожать срубить пешку на f7. Ну, вообще, если правильно защищаются черные, то плохо выводить в начале партии ферзя. То есть эта ловушка рассчитана, если против вас играет слабый соперник. А сейчас я вам покажу, как защищаться правильно надо от детского мата. Допустим, вот e4, e5, ферзь h5, конь c6, слон c4. Ферзем защитили здесь пешку и здесь одновременно. Ну, допустим, белые конь f3 сходят. И здесь уже ферзь начинает под темпо попадать. Мы просто его прогоняем. Куда ферзю отойти? Например, если он отойдет ферзь h3, то мы видим, что слон c8 рентгеном через пешку d7 целится на ферзя. Мы можем выиграть слона с помощью двойного удара. Мы ходим d5 пешкой. Одновременно нападаем слоном на ферзя и пешкой на слона. Ну, черным, белым надо в первую очередь ферзя спасать, они, допустим, отойдут куда-нибудь ферзем. Тогда слон проигрывается просто. То есть идея в том, что если вы играете с сильным соперником, нет смысла пытаться поставить ему детский мат. Вы просто, ваши ферзя будут гонять и в итоге поймают где-нибудь. Он хоть и сильная фигура, но в начале партии он уязвим. То есть на ваши ферзя будут нападать, соперник будет развивать одновременно фигуры, когда будет нападать на ферзя. Вы вынуждены будете отходить, тратить время, и в итоге вы будете отставать в развитии. Следовательно, детский мат только уместно ставить, пытаться новичкам. И еще, чтобы вы не запутались, как ставить детский мат, если вы играете белым и видите, что пешка на f7 на белой клетке, следовательно, вы будете нападать белопольным слоном. А если вы играете черными, пешка f2 на черной клетке, соответственно, будете выводить чернопольного слона. Для того, чтобы поставить детский мат. Я специально, точнее, сильный ход сначала ферзя выводите, потом слона. Я специально показываю, что если неправильно белый играет, и вот черные также могут детский мат поставить. И, в общем, можно сделать вывод, что для новичков это достаточно такая хорошая ловушка. И можете пытаться поставить ее. Спасибо за внимание.